Завершается матч Азиатской лиги чемпионов между командами Аль-Ахли, Саудовская Аравия и командой Насаф, Узбекистан 3-2. Небольшой обзор этой встречи проведем, учитывая, что во втором тайме арбитр аж 11 минут добавил. Давайте с вами начнем с главных событий. Смотрел матч, соответственно, смогу охарактеризовать именно забитые голы и эпизоды, которые на поле происходили. Ну а с вас, конечно же, подписка и лайк. В общем, здесь два гола сумеет в первом тайме забить Нарчаев. И первый — это ошибка защитника, который подскользнется перед воротами. Рахматов отдаст голевую передачу. Ну и, соответственно, Нарчаеву нужно было просто всего лишь навсего попадать в угол, и он это сделал. Кстати говоря, сейчас красную карточку у нас получает футболист Насафа на 102-й минуте. Это Давронов. Но мы к этому эпизоду вернемся. Второй гол Нарчаев забьет на 41-й минуте. Все так же ошибаются игроки Аль-Ахли. Базоров отдает голевую, и Нарчаев должен был попадать, и он забивает в дальний угол от вратаря. Минуты 4 арбитр в первом тайме добавил. Во втором нужно, конечно же, было что-то Аль-Ахли менять, сразу же замены, и мы прекрасно понимаем, что именно замена сегодня много чего решает. Скамейка и в этот раз зарешала. Гонсалюш и Сулейман на поле появились, Буракан и Демираль ушли. У нас далее пойдут эмоции после 47-й минуте. Бахромов желтая и Ибана 48-я столкнется с вратарем Насафа, с Ниматовым. Далее у нас, скажем так, Абушамат и Эдуа на поле еще выйдут. Маярши и Алжухани уйдут. Милот, кстати, вот игрок, который перевернет ход игры, потому что сначала он симулирует в штрафной, арбитр правильно покажет желтую карточку, но затем вот эти вот замены, которые Бердыев проведет, Абдурахматов и Черн появятся вместо Рахматова и Чоловича, и сразу же Милот забьет в манере Нарчаева, то есть ошибка защитников Насафа, гол, и второй мяч — это гол на добивание. Вратарь тоже как-то неуверенно сыграет, и, соответственно, второй гол практически через 3 минуты. Обидно, конечно, когда ты 0-2 ведешь и сам допускаешь подобные ошибки. Но, повторюсь, скамейка именно в этих моментах изрешала. Мухидинов на 75-е место Базорова появится, Юсеф вместо Милота на 84-й, Атунманджу и Сидиков вместо Шмурадова и Нарчаева. Ну вот добавленное время, там будет 11 минут, где Риад Морес сместится в центр и после передачи Дамса пробьет мимо рук Ниматова. 3-2, такая, казалось бы, волевая победа. И то, о чем я сказал, у нас Давронов будет смотреть красную карточку, и он после просмотра ВАР ее получит. И, кстати, тоже немаловажно, на 99-й минуте, еще до удаления Давронова, ошибется Минди, он упадет, и, казалось, пустые ворота мог забивать игрок Насафа и делать счет 3-3, но вратарь каким-то чудом Минди выбит мяч. И вот прямо сейчас на моих глазах случается 4-й гол команды Аль-Ахли. Просто дожимают. Много минут было добавлено. Специфика в целом азиатского футбола. Да, много минут во втором тайме. И просто во втором тайме, не похожий на себя Насаф, уничтожен командой Аль-Ахли. Мы сейчас посмотрим фамилии, кто забил. Ну а пока давайте статистику я вам назову. 70-30 владения было. Удары 16-5, угловые 4-2, фолы 8-17. Смотрим гол. Опять одного оставили на практически пятачке. И просто расстрел вратаря, который ничего не мог сделать. Но это вопросы к защитникам. Турнирная таблица. Расклад таков, что три команды: Аль-Вахда, Шаржа и Аль-Ахли, которые больше всех забил и меньше пропустил, пока лидирует. Ну и мы видим, что Аль-Гарафа, Аль-Итихад и Насаф — это те команды, которые сегодня допустили ошибки и, соответственно, проиграли. Гол у нас забил Сулейман после передачи Абуль-Шамата на 105-й минуте. Давайте скажем о том, что следующий матч команда Аль-Ахли проведет в Саудовской Аравии в чемпионате Лиги Про против команды Аль-Хиляль. Важнейшая встреча, как говорится, за 6 очков. Ну а затем 23-го мы увидим интернациональный кубок, много футбола против команды Пирамидс. Аль-Ахли сыграет, команда из Египта, поэтому тоже интересно будет посмотреть. Но у нас предстоит 2 игры провести во внутреннем чемпионате. Сначала Кызылкум 21 числа, ну и уже 25-го мы с вами
сможем посмотреть за игрой Насаф против Харазма. Ну а дальше, я думаю, Лига чемпионов, вновь посмотрим на соперника и на то, как Насаф постарается исправить. Уже сверх время сыграно, но был просмотр ВАР, поэтому думаю, что так все и завершится. Вряд ли команды здесь ошибутся, хотя вот сейчас ошибаются футболисты Насаф, и хорошо, что Аль-Ахли эту атаку приостанавливает. Всем спасибо за удачи, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, удачи.